Привет, это Юлия Навальная. Полгода назад в тюрьме в городе Харп был убит мой муж, Алексей Навальный. Буквально за пару дней до этого его видели его родители, они общались несколько часов. За день до смерти, накануне вечером, его видели вы. Вот он участвует в заседании суда по видеосвязи. Он хорошо себя чувствует, улыбается и шутит с судьей, как всегда. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются. А благодаря вашим решениям они закончатся еще быстрее. А через несколько часов умирает. Миллионы людей поддерживали Алексея и следили за его судьбой. Многие все эти месяцы переживают, многие спрашивают, и я прекрасно понимаю, что у всех остается огромный вопрос: а что случилось-то на самом деле? Как Алексей умер? От чего? Кто был рядом? Кто что делал? Кто оказывал медицинскую помощь? Как спасали? Почему так долго не отдавали тело? Где результаты экспертиз? Да тысяча таких вопросов висит в воздухе. И, наверное, некоторые даже думают, видимо, семья все знает, близкие в курсе, но просто не хотят рассказывать. Тема все-таки личная, зачем такое обсуждать? Сами для себя все поняли, поэтому молчат. Но это не так. Я от вас ничего утаивать не хочу и не буду. Вы имеете право знать все, что связано со смертью человека, который был вам так же дорог, как и мне. Вот первый и единственный официальный документ, раскрывающий причину и обстоятельства смерти Алексея Навального. Я держу его в руках. Я сейчас расскажу вам, что там написано, и даже опубликую его полностью в блоге Алексея. Эти 3 странички я получила на прошлой неделе, то есть через полгода после смерти моего мужа. Это постановление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу, подписано тем самым майором Воропаевым, который отказывался отдавать тело Алексея его матери, чтобы та согласилась на тайные похороны. Так вот, этот майор Воропаев сообщает, смерть Навального не носит криминальный характер, а является следствием комбинированного заболевания. Вот сидит человек под полным ежесекундным надзором в тюрьме, политик, известный на весь мир, лидер оппозиции, главный враг Путина, которого уже пытались убить, а потом раз и умирает за час от комбинированного заболевания. И больше нам знать не положено, расследовать нечего. В возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа Навального АА отказать. Так и написано. Я когда получила эти 3 несчастные бумажки, я не могла поверить своим глазам. С первого дня мы требуем выдать нам материалы проверки. Адвокаты через суды запрашивают результаты экспертиз, результаты вскрытия, медицинские документы, видеозаписи из камеры, из прогулочного дворика, из медкабинета. И все, что нам дали за полгода, это полстранички объяснений. Алексей Навальный был в камере ШИЗО. В 12:10 его вывели на прогулку. Во время нее ему стало плохо. Его поместили в медсанчасть, и там он умер. Скорая приехала, но сделать ничего не смогла. В 14:17 констатировали смерть. То есть нам предлагают поверить, что Алексей, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы выйти на прогулку в минус 20 градусов, умер фактически мгновенно. Я знаю, что это неправда. Я знаю, что в постановлении Воропаева вранье, и они скрывают реально произошедшее в тот день. Нам прекрасно известно, майор Воропаев, что когда Алексею стало плохо, его повели не в медсанчасть, а обратно в камеру ШИЗО, что умирал он там, один, что в медсанчасть его отнесли уже без сознания, что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. Почему всего этого нет в вашем постановлении? Где съемки с камер, которыми в колонии утыкано все, включая туалеты? Где съемки с нагрудных регистраторов сотрудников колонии, которые запирали умирающего человека в бетонной коробке ШИЗО? Следующая страница постановления. Диагноз. Самое, наверное, важное. Помните, как пропаганда изгалялась и кривлялась, придумывая диагнозы с первой минуты. Сразу стали писать про тромб, и многие до сих пор это повторяют. Так вот, нет никакого тромба. Вообще.
написано, что причиной смерти является некое комбинированное заболевание, состоящее из десятка разных, от холецистита до межпозвоночной грыжи и золотистого стафилококка. А наступила смерть в результате аритмии. Скажите, вы как эту аритмию при вскрытии обнаружили? Нарушение ритма сердца невозможно установить посмертно, а при жизни никаких заболеваний сердца у Алексея не было. Я показала этот диагноз знакомым врачам. Вывод у всех один. Вскрывали, изучали, но ничего не смогли найти. Тромба нет, признаков инфаркта и инсульта тоже. Вот и написали про аритмию, чтобы хоть что-то написать. Потому что, не умирают же люди просто так. Все эти хронические заболевания, типа перечисленного следователем гастродуоденита и панкреатита, извините, у каждого третьего в России такие заболевания. Внезапно, за час от такого не умирают. Но даже если предположить, что они были, на минуточку поверим следователю Воропаеву, а почему в многочисленных колониях, где был Алексей, их не диагностировали? Почему не лечили? Почему такого больного человека отправляли в ШИЗО и держали там месяцами? По правилам внутреннего распорядка заключенного должен осматривать медработник перед каждым водворением в ШИЗО. Это установленная законом процедура. Заполняются специальные формы, изучаются жалобы, подписывается медицинское заключение. Алексея в ШИЗО отправляли 27 раз. Все уже сбились со счета, его просто поселили там. И каждый раз решали, что он абсолютно здоров. Более того, вы же помните, что в эту новую колонию в Харпе Алексея перевели в конце декабря, а это значит, что сразу по приезду его поместили на карантин на 2 недели. Смотрим, что должно происходить там по закону. Обязательно медицинское исследование, включающее в себя осмотр врачами-специалистами, рентгено, флюорографические и лабораторные исследования. Это уже не просто осмотр, где тебе измеряют температуру и давление. Это полноценное исследование врачами. И проведено оно было совсем недавно. Где был весь этот букет болезней, который, по версии следствия, привел его к смерти через месяц? Почему не лечили, если все так плохо? Правда заключается в том, что это не диагноз никакой, не результаты проверки, а издевательство. Это очередная, достаточно жалкая попытка скрыть то, что произошло. Убийство. А все, кто составляет эти бумажки, пишет эти фальшивые отчеты, соучастники этого убийства. У меня есть элементарный вопрос. А где вещи Алексея? Нами было написано 17 заявлений с требованием их выдать. В колонии нам говорят, что вещи в Следственном комитете. В Следственном комитете говорят, что идет проверка, ждите 30 дней. 30 дней проходят, и проверку снова продляют. Ждите еще 30 дней. И так 5 раз подряд. Но сейчас-то уже все. Вот документ на руках. Проверка окончена. А вещи все равно не отдают. Не отдают его одежду, книги, его блокноты и тетради с записями. Не отдают даже нательный крестик. Мама Алексея, Людмила Ивановна, требует его с первого дня. Одно объяснение этому может быть. Единственное. Его убили. А теперь пытаются максимально замести следы. Чтобы как в прошлый раз не получилось. Поэтому и съемку с камер не показывают. Поэтому не отдают вещи личные. Поэтому диагноз ничего не значащий пишут. И даже крестик не отдают. Тоже поэтому. Мало ли, что там на нем можно найти с помощью нормальной экспертизы. Если Путин и его услужливые товарищи типа Воропаева считают, что мы сейчас пожмем плечами и скажем: ну ладно, нет так нет, они глубоко заблуждаются. Адвокаты обжалуют каждый такой документ. Мы будем требовать возбуждения уголовного дела. Я требую, чтобы нам передали все медицинские документы, в том числе протокол вскрытия. Я требую не просто 3 общих слов про якобы сделанные химические анализы, а чтобы отдали сами экспертизы. Что искали, какие токсины проверяли, на каком оборудовании. А также, чтобы отдали все личные вещи Алексея. И самое главное, вы прекрасно видите сами и понимаете, пока Путину власти, никакого расследования Следственный комитет и ФСБ проводить не будут. У них одна задача – все спрятать, наврать и покрыть своего начальника. Поэтому расследовать мы продолжим сами.
И если вам известны какие-то подробности об убийстве Алексея, пишите на специальную почту. Свяжитесь с нами любым способом. Без разницы, работаете ли вы в органах или в колонии в Харпе, нам нужна любая информация, и мы готовы за нее платить. Такое расследование может занять месяцы, может годы, но мы обязательно узнаем правду и расскажем ее вам.